Всем привет! Сегодня делюсь с вами рецептом одного из своих любимых блюд. Это традиционный вьетнамский суп фо с говядиной. Возможно, кому-то покажется, что это блюдо готовить очень сложно, так как в нем используется много ингредиентов. На самом деле все гораздо проще. Вы в этом сами убедитесь, досмотрев рецепт до конца. Самое важное в этом блюде – это приготовление вкусного мясного бульона. Итак, я уже опустила говядину в кастрюлю с водой, довела немного до кипения и добавила соль. Всю образовавшуюся пену я снимаю до прозрачности бульона. Пока нагревался бульон, я готовила заправку из лука и имбиря. Лук разрезала напополам, имбирь нарезала кружочками. На сухой сковороде без масла необходимо лук довести до состояния уголька. Имбирь особо сильно не будет подгорать, поэтому его просто обжарьте с двух сторон. К бульону добавляю подготовленный лук и имбирь. Горелый лук придаст бульону насыщенный вкус и аромат. Также к бульону необходимо добавить палочку корицы, по несколько штук гвоздики и аниса, и осталось добавить рыбный соус и 1 столовую ложку сахара. Если пена снова образовалась, я также ее убираю до прозрачности бульона. Теперь кастрюлю необходимо накрыть крышкой и на медленном огне оставить вариться как минимум 2,5-3 часа. Чем дольше вы будете готовить бульон, тем вкуснее и насыщеннее он будет. Пока готовится бульон, я подготавливаю остальные ингредиенты. Лайм нарезаю на небольшие ломтики. Зелень можно использовать и кинзу, и укроп. Просто измельчаю. Если предпочитаете поострее суп, то середину перца можете не вычищать. Сам перец не такой острый, а как раз его середина и дает всю остроту. Перец нарезаю просто мелкими полукольцами. Осталось нарезать зеленый лук. Все подготовленные ингредиенты красиво выкладываю на общую тарелку для подачи на стол. Я использовала ростки фасоли маш. Также вы можете использовать ростки бобов или ростки обычной фасоли. Рисовую лапшу использую специальную плоскую для супа фо. Лапшу готовьте согласно инструкции на упаковке. Не забудьте обязательно промыть ее в холодной воде. Прошло примерно 3 часа, бульон готов. Чтобы мясо не потемнело, его можно из горячего бульона опустить в холодную воду на 10 минут. Готовый бульон необходимо процедить. Мясо можете нарезать так, как вам больше нравится, или ломтиками, или небольшими кусочками. Самый приятный и аппетитный процесс – это сбор всех ингредиентов супа фо. Я предпочитаю бульон налить после того, как положила рисовую лапшу и говядину, а затем добавить при необходимости еще. Осталось по вкусу добавить соевый соус и выдавить кусочек лайма. Это потрясающе вкусное блюдо, такое ароматное, что я иногда съедаю сразу 2 тарелки. Попробуйте приготовить это блюдо и делитесь в комментариях своими впечатлениями. Надеюсь, рецепт вам понравился. Подписывайтесь на канал и смотрите другие вкусные рецепты.